Приветствую вас на своем канале о вязании крючком. Меня зовут Кристина, и в данном видеоуроке я покажу, как связать экологичную мочалку из джута. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, это поможет в продвижении моего канала. Для вязания нам потребуется джут, крючок 6 мм, гобеленовая игла с широким ушком и маркер. Приступим к вязанию. Делаем кольцо амигуруми. В кольцо набираем 12 столбиков без накида. Провязали кольцо, стянули его, теперь необходимо сделать соединение. Вводим крючок под первую косичку, подхватываем нашу рабочую нить и выводим сразу в петлю. Теперь нам необходимо в это же место ввести крючок, провязать столбик без накида, помечаем его как первый, сюда же провязываем еще один. И далее под каждую косичку мы провязываем прибавку по правилу идеального круга. Под каждую косичку мы вяжем прибавление до конца нашего ряда. Провязали до конца нашего ряда. Делаем такое же соединение. Набираем 3 воздушные петли. И теперь вяжем под ближнюю нам перемычку косички, провязываем соединительный полустолбик и снова набираем 3 воздушные петли. В данном случае я рекомендую вязать свободно воздушные петли, чтобы губка не была жесткой. Далее снова идем под следующую косичку, под переднюю часть, под переднюю перемычку, заводим крючок, провязываем соединительный полустолбик, снова набираем 3 воздушные петли. И таким образом мы вяжем до конца ряда под следующую косичку. Следующий наш ряд мы проделаем то же самое, что и в предыдущем ряду. За переднюю стенку мы делаем соединительный столбик, 3 воздушные петли. Следующая косичка, соединительный столбик, 3 воздушные петли. И так мы вяжем до конца нашего ряда. Все достаточно просто, губка вяжется буквально за 30 минут. Следующий наш ряд — это столбики с одним накидом, также за задние перемычки. Делаем сейчас соединение. Накид. И за заднюю перемычку провязываем столбик. Сейчас мы провязываем, чередуя 2 одиночных столбика и прибавка, 2 одиночных, прибавка. Таким образом до конца ряда. Если вы хотите мочалку большего размера, то вы также еще можете чередовать ряд такого узора, так скажем, и ряд столбиков без накида.
После этого ряда я покажу, как делать ручку. Если вы хотите, чтобы ваша мочалка была меньшего размера, вы можете ряды, которые между нашим узором, так скажем, вязать крючком 5 мм. Я вязала достаточно расслабленно, поэтому у меня получилась она такая большая, так как мне нужно, чтобы она была мягче, а не жестче. Если вам нужна пожестче, вяжите 5-миллиметровым крючком. Сейчас приступим к вязанию ручки. Заводим крючок под верхнюю перемычку нашей косички и провязываем столбик без накида. Нам нужно провязать 8 столбиков. Вязать мы сейчас будем поворотными рядами. В конце каждого ряда делаем воздушную петлю и переворачиваем. И вяжем, как обычно, тоже столбики. Воздушная петля, переворачиваем. Таким образом мы вяжем нужного вам размера ручку. То есть так вот прикладываем руку. Допустим, я также буду вязать, когда она у меня пришьется, вот эти стороны будут немного вот таким образом. То есть я не буду вязать слишком расслабленную ручку. Увидимся, когда нужно будет ее пришить в другой стороне. Сделали ручку нужного вам размера. Теперь необходимо пришить ее к другой стороне. Также прикладываем. И соединительными столбиками мы сейчас будем просто соединять. Заводим под косичку мочалки, подхватываем нить и провязываем соединительные столбики. После того, как прошили ручку, нить необходимо закрепить с изнаночной стороны. Я где-то по кругу закрепляю, достаточно хорошо, плотно сидит. И наша мочалка из джута готова. Вы всегда можете самостоятельно отрегулировать ее размер. Если вяжете туго, она будет меньшего размера. Если свободно, как я, она будет достаточно большая. И вы можете регулировать как и наш нижний ряд, да, насколько туго он будет связан. И если вы хотите достаточно жесткую мочалку, вот этот вот наш узор, также вяжите крючком 5 мм и вяжите не так свободно, как я. Спасибо за просмотр.